Америка выводит войска с самой главной польской базы для поставок западного оружия Украине. Куда и почему? Потеря территорий и новые обретения. РФ заявляет о вытеснении ВСУ из Курской области. Что происходит и как много российской земли останется у Украины в качестве разменной монеты? Зеленский требует жесткой реакции США. Он срочно обратился к Вашингтону и показал, какими дронами собираются нанести дальнобойный удар по России. Искусственный интеллект вместо человека. Кто потеряет рабочее место в ближайшие годы из-за развития технологий? Озвучу список профессий. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с событий в польско-американских отношениях. Происходит громкий поворот на военной карте Европы. США сворачивают силы на одной из самых важных баз в Польше. На той самой, через которую шли поставки оружия Украине. Речь о базе Ясенка. Это был настоящий логистический центр войны. Теперь американские военные пакуют чемоданы и передают контроль Польше и другим союзникам НАТО. Официально, чтобы сэкономить деньги и налогоплательщиков. Но за этим решением гораздо больше вопросов, чем ответов. Администрация Трампа дала понять, что стремится сократить свое военное присутствие в Европе, сосредоточив внимание на других зонах конфликтов и побуждая европейских союзников брать на себя больше расходов на собственную безопасность. Однако Польша имеет самый большой оборонный бюджет в НАТО, выделяя в этом году эквивалент 4,7% своего ВВП на военные нужды. В Варшаве при этом пытаются заверить общественность, мол, это не отступление и не сигнал Москве. Президент Дуда уверяет, американские войска из Польши никуда не денутся, а министр обороны рапортует, американцы остаются, просто миссия меняется. Американские войска остаются в Польше. В соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясенках меняется. Существующие задачи американских войск в Ясенке переходят к другим союзникам. Американские войска остаются в Польше, но в других местах. Теперь в миссии в Ясенке участвуют в основном норвежские, немецкие, британские, польские войска и другие союзники. Financial Times пишет о том, что такие повороты в Польше происходят именно в тот момент, когда Дональд Трамп снова активно флиртует с идеей договориться с Россией и открыто угрожает Европе отказом от гарантий безопасности. Напомню, накануне я рассказывал, что в Финляндии потребовали от Вашингтона создать дорожную карту того, как американцы будут отходить из Европы, если у них есть такие планы. В Хельсинки намекали, что Европе надо быть готовой к тому, чтобы остаться один на один с Россией в случае потенциальной угрозы. Градус накала повышается. Человек, который еще недавно, находясь в Европе, заявлял, что ни Россия, ни Китай не являются угрозой для ЕС, а этой самой угрозой является неконтролируемая миграция в Европе и якобы проблемы с демократией, попал под каток критики со стороны Китая. Речь о вице-президенте США Джей Ди Венсе. Его считают зачинщиком скандала с Зеленским в овальном кабинете, а теперь он спровоцировал еще один громкий скандал. На этот раз с Пекином. И вот почему. Давайте послушаем. Спросите себя, что глобалистская экономика дала Соединенным Штатам Америки? И ответ, по сути, таков. Она основана на двух принципах. Влезая в огромные долги, чтобы покупать товары, которые производят для нас другие страны, и чтобы было немного понятнее, мы занимаем деньги у китайских крестьян, чтобы покупать то, что производят эти китайские крестьяне. Это не рецепт экономического процветания, это не рецепт низких цен, и это не рецепт создания хороших рабочих мест в Соединенных Штатах Америки. Дважды за несколько секунд Ди Венс назвал китайцев крестьянами, и в Пекине, конечно же, это услышали. Ответ был незамедлительным. Вице-президента назвали невежливым невеждой. Позиция Китая по китайско-американским торговым отношениям была изложена предельно ясно. Удивительно и печально слышать такие невежественные и неуважительные высказывания от этого вице-президента. Напомню, что словесные перепалки – это лишь капля в море. Сейчас между Пекином и Вашингтоном разворачивается масштабная война, экономическая. Связана она, как вы помните, с решением Трампа ввести просто рекордные пошлины на импорт из Китая. А Китай, я напомню, ответил взаимностью. После этого американский президент заявил, что Пекин сыграл неправильно и запаниковал.
И теперь о ситуации на фронте. Внимание западных изданий вновь приковано к ситуации в Курской области. Рейтер пишет, что Россия стала близка к восстановлению полного контроля над своей западной частью Курской области после вытеснения украинских сил из одного из их последних оплотов. С августа прошлого года Россия пытается вытеснить украинские силы из Курской области после неожиданного вторжения войск Киева, которое поставило в неловкое положение президента Владимира Путина и на которое президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал как на козырь в будущих переговорах. Но в последние недели Россия отвоевала значительную часть территории в Курской области, оттесняя украинские силы ближе к границе. В данном случае речь идет о захвате и установлении контроля над населенным пунктом Гуево. О том, что там больше нет украинских военных, накануне сообщила российская Минобороны, которая и опубликовала кадры, как утверждается, снятые в этом самом селе Суджанского района. Украинские паблики и мониторинговые каналы на момент записи выпуска не подтверждали потерю села. На картах мониторингового канала Deep State эта часть Курской области была отмечена как та, которую контролирует ВСУ. При этом украинский Генштаб заявил, что 7 апреля воздушные силы Украины ударили по целому комплексу складских помещений, которые использовала Россия. Он находился в Озерках Курской области. Говорят, что РФ потеряла ангары, техническое оборудование и личный состав. Уничтожение этого объекта существенно снижает возможности Российской Федерации для ведения боевых действий против подразделений сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении. Несомненно, сейчас военные аналитики обсуждают и ситуацию в Белгородской области, где также, судя по заявлениям украинских официальных лиц, находятся ВСУ. На эти сообщения в Кремле отреагировали очень сухо. Владимир Зеленский утверждает, что украинские военные присутствуют не только на территории Курской области, но и в Белгородской области. Может ли Кремль как-то прокомментировать это его заявление? Спасибо. Это касается непосредственно уже деталей военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему Министерству обороны. Вы знаете, что реальное положение на поле боя мы не даем информацию. В Украине тем временем продолжают набирать новобранцев на контракт 18-24. Молодежи предлагают взять оружие, платят более $20 тысяч, льготы, обучение в вузах, ипотеку и так далее. Часть заключивших подобные контракты уже отправилась на военные учения. Знаете, это как сравнивать ТикТок с реальной жизнью. Разница огромная. На видео все выглядит круто и легко. Но в реальности это тяжело. Приходится через это проходить. Это сложно и ментально, и физически. Итак, как считаете, какой будет ситуация на линии фронта к тому моменту, когда стороны сядут за стол переговоров? Напомню, что США уверяют, что и России, и Украине придется пойти на уступки, в том числе и территориальные. Отмечу, что в Киеве рассматривают Курскую и Белгородскую области не как территории для освоения и полного контроля над ними на долгие годы, а лишь как разменную монету в будущих переговорах с Москвой. Жду ваших ответов в комментариях. Украина вслед за Россией увеличивает производство беспилотников на оптоволокне. В Киеве заявляют, что лишь с начала этого года сертифицированных образцов появилось более 20 единиц. Кроме того, Украина планирует увеличить выпуск БПЛА Deep Strike. Это дальнобойные дроны, которыми бьют по военным объектам вглубь России. Какие еще беспилотники уже имеет Украина, показал Зеленский. Накануне в секретном месте он продемонстрировал разработки бельгийскому премьеру. Перед этим Зеленский заявил, что надеется на новый разворот США в отношении России. Мол, и повод есть. Это пойманные и плененные солдаты из Китая. Их взяли в Донецкой области. Мы очень надеемся, что после этой ситуации американцы будут больше говорить с украинцами, а затем с русскими. И мы очень надеемся, что китайская сторона тоже отреагирует. Я поручил министру иностранных дел и министру обороны связаться с китайскими коллегами, чтобы они дали нам объяснение этих действий. В США уже отреагировали на призыв Зеленского. В Госдепе назвали Китай пособником. Знаете, это тревожно. Тревожно, что Северная Корея участвует. Тревожно, что китайские солдаты были захвачены в плен. Мы осведомлены о сообщениях, что Украина захватила 2 китайских граждан, сражавшихся на стороне России в Украине. Китай является основным пособником России в этой войне.
И напоследок о том, кто уже через 2 десятка лет может лишиться работы из-за развития искусственного интеллекта. Речь о миллионах людей. По данным последних исследований, больше всего пострадают кассиры, водители грузовиков, журналисты, рабочие фабрик и программисты. Собственно, искусственный интеллект заменит людей там, где работа рутинная и предсказуемая. И это только начало. И, кстати, ИИ уже спасает жизни и предотвращает катастрофы. В Европе разработали суперсистему на основе машинного обучения, которая умеет точно предсказывать лесные пожары. Она учитывает даже рост травы и вероятность поджогов. Недавний случай – пожары в Лос-Анджелесе. ИИ заранее увидел опасные зоны и помог властям минимизировать ущерб. В условиях глобального потепления это может стать настоящим оружием против природных бедствий. В каком-то смысле это шаг вперед в прогнозировании пожаров, потому что мы переходим от предположений, где может возникнуть опасность пожара и где есть потенциал для пожаров, к утверждению, где, по нашему мнению, пожары действительно произойдут. И по этой причине, я думаю, это значительный скачок вперед в прогнозировании пожаров. Друзья, что думаете о том, как искусственный интеллект понемногу, но заменяет людей? Боитесь ли вы лишиться работы из-за таких технологий или нет? Напишите свой ответ в комментариях, а также не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!